Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика Инфо, с вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Чехия больше не сможет импортировать нефть из России. ЕС отменил исключение для Праги в области закупок черного золота из России. Это прописано в новом 18-м пакете санкций. Чехию, которые ранее обещали послабление за поддержку предыдущих пакетов с пакетами, банально кинули. Александр, что ж это творится в райском саду? Чехию никто не кинул. Чехия кинула сама себя. Чехия вообще большой молодец. Чехия умеет совершать удивительные броски через бедро, через голову и даже немножечко через спину. О чем вообще идет речь? Речь идет действительно о том, что в 18-м пакете санкций Чехия потеряла, исходя из положений 18-го пакета санкций, Чехия потеряла возможность импортировать нефть из России по южной ветке нефтепровода «Дружба». Все, баста. Баста, карапузики, больше поставок не будет. Почему так? Ведь в шестом еще пакете санкций Чехия получила исключение из тех ограничений, которые планировалось ввести с 5 декабря 2022 года. А я напомню, с 5 декабря 2022 года Европейский Союз принял эмбарго на российскую нефть, которая поставляется в первую очередь морем. А потом, если я правильно помню, в 9-м пакете санкций Европейский Союз уточнил этот момент, запретил совсем-совсем окончательно импортировать нефть Польши и Германии, но все еще оставлял возможность покупать нефть Чехии, Чехии, Венгрии и Словакии. Что же случилось? Ведь, получается, на первый взгляд, действительно может показаться странным. Как это так? Получается, Венгрия и Словакия, которые больше всех бузят, имеют право покупать российскую нефть, а послушная Чехия, которая всегда кивает, все подписывает, вот что ей не подсунь. Кстати, будете вдруг общаться с руководством Чехии, вы можете пустой бланк подсунуть, попытаться, наверняка тоже подпишут. Они там такие ребята, вот. Что не попросят, все подписывают. Так вот, а у нее право покупать российскую нефть взяли и отобрали. Кажется, абсурд, но нет, дорогие друзья. Тут нужно понимать, что в шестом пакете санкций и в последующих пакетах санкций, в рамках которых вообще выдавались исключения для Венгрии, Чехии и Словакии, указывалось, что это бессрочное, но временное исключение. То есть покупать можно, но при этом надо стремиться к отказу от российской нефти, к прекращению закупок, к выстраиванию альтернативных маршрутов поставок нефти. И Чехия из всех стран оказалась наиболее расторопной с точки зрения Европейской комиссии. Чехия и в лице своего руководства заключала какие-то соглашения с поставщиками нефти различными. Даже вон в Азербайджан ездили, с ними там общались. И кроме того, чешское руководство, ну и, соответственно, профильные компании, профильные ведомства озаботились расширением действующей инфраструктуры, которая позволяет импортировать нефть со стороны Италии. Да, это не очень удобный маршрут. Да, вы упираетесь, в некоторые сложности логистического характера, в непрерывность подвоза, но, с другой стороны, а сколько Чехии нужно нефти? Чехия довольно маленькая страна. Нефти ей надо, где-то 200 тысяч баррелей в сутки, если мы берем показатели 2024 года. Это немного. В миллионах тонн это где-то 10-10,5 миллионов тонн. Если мы представляем, пересчитываем на нефть Юралс с ее плотностью, и, соответственно, по тому коэффициенту, который, да, для понимания, в одной тонне примерно 7,2 барреля нефти марки Юралс. Берете вот эти, перемножаете на 365, делите на 7,2, где-то 10,5 должно получиться. Вот, 10,5 миллионов тонн. То есть, в принципе, Чехия уже откуда-то получала нефть. Ведь по южной ветке нефтепровода «Дружба» транспортировалось где-то до 13 миллионов тонн. Это в 3 страны. Значит, Чехия уже имела возможность откуда-то закупать нефть.
Просто она эту возможность расширила. Хорошо ли это? С точки зрения чешского руководства шикарно. Потому что оно взяло под козырек, подсуетилось и выполнило все взятые на себя обязательства. Кто молодец? Они молодец. Урсула фон дер Ляйен дает конфетку, конфетку надо съесть. С точки зрения надежности поставок, ну да, надежность поставок, наверное, в среднем и общем стала ниже. Но, извините, подвиньтесь. Всегда можно будет сказать: ребят, если вдруг что случилось, во-первых, мы не виноваты. Во-вторых, явно виновата Россия. В-третьих, мы не знаем как, но совершенно точно виновата Россия, виноваты не мы. В-четвертых, от нас это требовал Брюссель. В-пятых, вообще посмотрите, это поляки виноваты. Кстати, а при чем тут поляки? А дело в том, что нефтеперерабатывающие мощности на территории Чехии принадлежат польской компании «Орлен», активно расширившейся за последние 4 года. Польская компания «Орлен» в общем и целом, как и чешское руководство, тоже активно брала под козырек и говорила: да-да, ребят, да, все, нам сказали, мы делаем. Мы сейчас отсюда расширим, сюда доставим, тут начнем перерабатывать, поставлять. Поверьте нам, мы молодцы. Мы первыми, вовремя, четко все сделаем, откажемся от поставок из России. Ну и пожалуйста. Как в 2024 году, во второй половине 2024 года сообщало чешское руководство, в первом квартале 2025 года планировалось протестировать возможности поставок, полноценных поставок нефти не со стороны России. Уже в первом квартале 2025 года чешское руководство отрапортовало, что все, мы теперь независимы от России. И они ранее сообщали, что к середине 2025 года они вообще собираются полностью отказаться от закупок нефти в России. Да, были некоторые сомнения в том числе связанные с нестабильностью поставок, которые были продемонстрированы с вот этого итальянского направления в начале года. Но опять же, нужно понимать, что решается не задача по повышению энергобезопасности. Решается не задача по укреплению экономики. Нет, решается совершенно другая задача по отказу от российской нефти. Кто первый это сделает, тот вот молодец. Тот берет с полки пирожок. Это вдобавок к той конфетке, которую еще и Урсула фон дер Ляйен вручит. Все. Сделано. Середина года есть. В середине года отказались. Все. В 18-й пакет санкций вносим. Чехии запрещено. Звучит грозно, вроде санкция. А по сути это Чехия. Да, пожалуйста, впишите, что нам больше не надо. Вы можете вписать, что нельзя. Вот, все. Кто молодцы? Мы молодцы. Пожалуйста, похвалите нас. Ну, их похвалили. Все, умнички. Умнички, разумнички. Чешское руководство. Кстати, как там с сохранением контактов на вот этом постсоветском пространстве? Постсоветском не только в пределах Советского Союза, но и в пределах СЭФ. Как дела обстоят? Все ли хорошо? Я о чем, собственно говоря? Ну вот, к распаду Советского Союза и распаду Советского блока шире у нас были накоплены отличные стартовые позиции. У нас, у Российской Федерации. Во-первых, шикарно владели русским языком люди на территории вот этих вот стран, входивших в Советский блок. Во-вторых, была масса личных контактов. Масса контактов на уровне министерств, ведомств. То есть можно было как-то вот свои позиции, раз уж мы встали на путь построения рыночной экономики, свои рыночные позиции пытаться укреплять и расширять за счет, в том числе, расширения вот этих вот контактов. Что-то пошло не так? Да? Я просто замечаю, что с конца 80-х и начала 90-х из Канады, да-да, она далеко, и из Соединенных Штатов Америки странные украиноговорящие люди, к примеру, ездили на готовившуюся
к независимости, а потом на обретшую независимость Украину, и там работали с молодежью. Делали всякие, ну, знаете, программы по обмену, школы юных дипломатов. То есть занимались воспитанием, отбором и воспитанием будущей интеллектуальной элиты. Будущих политиков, работников СМИ, банковского сектора и прочее, прочее, прочее. Да, разумеется, не все ребята из тех, которые через эти программы проходили, добивались чего-то. Но вероятность того, что вы, придя в какую-нибудь, условно говоря, школу с углубленным изучением английского языка в, условно говоря, городе Севастополе, условно говоря, разумеется, конечно, такого ни в конце 80-х, ни в начале 90-х, и все 90-е, и все нулевые такого никогда не было. Конечно же. Так вот, довольно большая вероятность, что вы, придя в довольно хорошую школу с углубленным изучением английского языка, располагающуюся на городском холме, условно говоря, городском холме города Севастополя, центральном городском холме города Севастополя, условно говоря, что вы там найдете, во-первых, ребят, ну, уже подготовленных с языковой точки зрения, во-вторых, как показала практика 90-х, в значительной степени не бедных ребят. Именно в значительной. Не то, что все, но, так знаете, в процентном соотношении, насколько это вообще было возможно. А в-третьих, ребят амбициозных вы там найдете. И если вы им подкинете немножко дровишек в их вот этот вот костер амбициозности, и еще бензинчика потом туда плеснете самым амбициозным и самым вот подготовленным, то вы в итоге с большой долей вероятности получите долю в управленческом, в кадровом вот этом вот потенциале этой страны, который потом из потенциала станет действующими политиками, собственно, как я сказал, работниками банковской сферы, СМИ и прочее, 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 лидерами общественного мнения. И вот они будут с вами дружить изо всех сил, потому что вы с ними работали, вы им показали, какие вы молодцы, вы их там отправили в совершенно условный Ель учиться. Вот, некоторых даже бесплатно. Не всех, но некоторых бесплатно. Вот. И потом эти ребята возвращаются. И вот после первых 14 лет такой, ну, 15 на самом деле лет такой обработки, вы можете устроить государственный переворот, а через 25 примерно лет такой обработки вы можете устроить уже не такой легенький, маленький государственный переворотик, а прям полноценный государственный переворот и поставить эту страну на нужные вам рельсы. Да, это долго. Да, это как бы не удается рассказывать о том, что ой, это наши предшественники, все заложили, все так плохо и ужасно. Нет, вы работаете 10 лет, 15, 20, 25 лет, а потом ваша работа дает плоды. Потому что те ребята, с которыми вы начали работать, вот эти ребята там лет 10, 12, ну не 10, 12, ну хорошо, 12, 13, 14, они через 25 лет уже, в общем, взрослые люди, которые и в партиях состоят, и политическую жизнь ведут, и на каком-то низовом уровне с ними можно работать, чтобы они были там, условно говоря, какими-нибудь бригадирами, звеньевыми, способными организовывать протесты. Ну, такие условно говоря, это же фантазия, разумеется. Так вот, из Канады почему-то ехали. Условные мистеры Оришкевичи, условные абсолютно, ехали. Работали. Как дела с русским языком в Чехии? Как дела с русским языком в Словакии? Как дела с русским языком в Венгрии? В Сербии, кстати, в максимально русофильской стране. Как дела там с русским языком? Как дела там с нашим культурным влиянием? Как дела? Как дела с воспитанием молодежи? Александр, большое спасибо за комментарии, друзья. Подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на телеграм-канал Александра Фролова, ссылки будут в описании и закрепленном сообщении. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы не всплыли кверху брюхом, а продолжали вас радовать своим новым контентом без монетизации. И спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.